Помните, я недавно говорил, что зеркально-линзовые объективы полное дно? Ведь они вообще не обладают какой-то адекватной, презентабельной разрешающей способностью. У меня был Samyang 800 мм, это был просто тихий ужас. Кажется, одной ногой я переобуваюсь. Прежде чем строчить комментарии, что Густарев уже не тот, вы просто посмотрите на качество этих фотографий. Я, разумеется, не говорю, что это качество может хоть как-то соперничать с линзовыми объективами. Нет, ребят, оно им значительно уступает, но все же это качество становится показательным, заявляющим, что зеркально-линзовые объективы все-таки имеют право быть в вашем арсенале. Меня зовут Максим Густарев, а это быстренький обзор на зеркально-линзовый TT Artisan 250 мм f5.6. Вообще, что это такое? Давайте разбираться, поехали. Ну, для начала, что у нас внутри зеркально-линзового объектива? В отличие от простых стекол, их оптическая система, помимо линз, использует и зеркала. Сферические или параболические, в зависимости от задач. TT Artisan 250 мм условно является старым добрым рефлекторным телескопом, просто усовершенствованным корректирующими линзами. Свет проходит через фронтальное стекло, падает на сферическое зеркало, отражается в обратном направлении под углом, параллельно корректируясь линзой, падает на второе зеркало, опять отражается, также корректируясь линзой, и, пройдя через фокусировочную группу, попадает на сенсор камеры. Из-за нетривиальности оптической схемы здесь есть свои плюсы и минусы. Начать я хотел бы с минусов, потому что именно они не делают эти объективы повсеместными, и они не заполнили рынок. Первое, оно же самое главное, такие зеркально-линзовые объективы могут реализовываться только в больших фокусных расстояниях. Грубо говоря, 35 мм зеркальный сделать крайне сложно. Поэтому мы на рынке привыкли видеть такие объективы с фокусными расстояниями 250, 300, 600, 800 мм и так далее. Они подходят больше для телефотографии. Минус номер 2 — это фиксированная диафрагма и низкая светопропускаемость. Так как у нас в центре расположено зеркало, часть света, проходящего через фронтальную линзу, им блокируется. Соответственно, у таких объективов достаточно низкие светосилы, за счет чего поснимать на этот объектив вы сможете только днем в яркую солнечную погоду. При снижении внешней освещенности, грубо говоря, в сумерки на эти объективы снимать достаточно грустно. Это разрешающая способность, которая напрямую зависит от качества изготовления именно зеркал. Сейчас, конечно, современные технологии уже позволяют делать достаточно хорошие зеркала, которые вот в таком компактном корпусе могут спокойно разрешать 24 мегапикселя. Но все же разрешить матрицу в 61 мегапиксель таким стеклом у вас не получится. Также по цветовым характеристикам я бы не сказал, что на такие объективы вы получите идеальную по контрасту и цветности картинку. Цвета будут немного грязноватыми. Ну и еще в качестве минуса можно назвать отсутствие здесь автофокуса, хотя чисто теоретически с современными беззеркалками можно сделать объектив с функцией автофокуса, но пока никто не сделал. Точно так же, как и здесь отсутствует стабилизация. Ну а теперь плюсы. Опять же, этот 250 мм. Вы посмотрите на его размер. Он мега компактный, он очень легкий. И засунуть такое большое фокусное расстояние в такой крохотный корпус в классической схеме линзовой просто невозможно. И зеркальная система это сделать позволяет. Второе — это цена. Они недорогие в производстве. TT Artisan 250 мм стоит $300. Третье — это полное отсутствие хроматических аберраций. Это один из бонусов зеркальной системы. Четвертое — это кольцевое бубликовое боке. Конечно, многие скажут, что это наоборот недостаток. Мне больше нравятся такие бублики, и они особенно прикольно смотрятся в портретах либо в макрофотографии, когда ваш задний план сильно уходит в расфокус. Ну и пятое, у таких объективов, как правило, достаточно большой рабочий отрезок. Это позволяет использовать объектив как на зеркальных камерах, так и на беззеркальных. Ровно этот объектив на резьбе М42, поэтому через обычный переходник с М42 на Sony E вы можете нацепить его на Соньку беззеркальную. Объектив у нас поставляется в привычной серой коробке с хрен обдерешь наклейкой и бумажечками внутри. Дизайн объектива выполнен в ретро-стиле с приятным шрифтом, заполненным насыщенными красками. При всей моей любви к минимализму такое брендирование мне нравится. Колесо фокуса очень плавное, с упором на плюс бесконечности, что хорошо для поиска бесконечности в разных температурных условиях. Конечно, забавно держать в руках такое большое фокусное расстояние, но комплектованное в малюсенький корпус. По размеру объектив сопоставим с компактной Sigma 20 мм f2 Contemporary.
В силу совершенствования зеркал, объектив обладает вполне достойной для соцсетей резкости. С уверенностью можно сказать, что 24 мегапикселя разрешаются пиксель в пиксель. Конечно, сложно говорить о частоте цвета и контраста, но после нетрудной цветкоррекции кадры легко спутать с полноценными линзовыми-телевиками. МДФ у объектива 2 метра. Для 250 мм фокусного расстояния это неплохое значение, можно спокойно снимать клоузап-портреты. Ну, либо портретики кошечек. В дополнение никто не мешает нацепить макрокольца и уменьшить МДФ до метра. В таком случае мы еще шире раздвигаем возможности объектива, вплоть до почти макро. Ну, элементарный тест на Луну этим объективом был пройден. Поснимав на этот объектив, я почувствовал себя, знаете, начинающим фотографом. Это абсолютно непрофессиональное решение. Серьезную работу этому объективу доверить, конечно же, нельзя. Ну, потому что отсутствие автофокуса, в постобработке картинку вы кропнуть уже не сможете, опять же, вам не хватит разрешающей способности. Но вот в качестве самостоятельных экспериментов просто погулять по улице, поснимать птичек, небо, луну, какие-нибудь цветочки, этот объектив интересен будет именно для начинающих фотографов. Можно сказать, что ТТ Артизан 250 мм это как бы спойлер-объектив. Спойлер к тому, как вы можете увидеть наш прекрасный мир, снимая на супертелевики. Честно говоря, для легкой прогулки я бы этот объектив предпочел здоровенной вот этой бандуре ТТ Артизан 500 мм. Исключительно из-за его компактного размера и вес. Сунул в карман и пошел. Моя оценка этому объективу 5 Никонов из 10. Да, это невысокая оценка. Разумеется, для серьезной работы, опять же повторюсь, его брать нету смысла. Лучше взять на одни сутки какой-нибудь светосильный Prime. А это стекло просто обязательно для прощупывания новичкам. RAW-файлы с этого стекла можете скачать в телеграм-канале, ссылка в описании. Также поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. И увидимся. Пока.